Привет, друзья! Привет! Сегодня мы вас познакомим еще с одним традиционным блюдом азербайджанской кухни, которое называется хангал. Это сваренные кусочки теста с отдельно приготовленным мясным фаршем. Но на самом деле тесто с мясом, сваренные или приготовленные на пару, встречаются в кухнях многих народов мира. Это и пельмени, и равиоли, и манты, и хинкали. Но азербайджанский хангал приготовится особым способом, и мы будем готовить его так, как готовили у нас дома. Именно так. Поэтому мы взяли 500 грамм муки, щепотку соли, 200 грамм воды, и нам понадобится одно яйцо. Очень простое тесто. Для этого количества теста мы взяли полкило фарша, и нам к этому фаршу для его приготовления понадобится 3 луковицы, перец, соль, куркумы немножко. И еще у нас дома готовили таким образом, что добавляли еще и яйца. И нам это очень нравилось. И для заправки этого блюда обязательно нужно приготовить соус традиционный, который мы готовили ко многим блюдам. Это сочетание кисломолочного продукта, то есть кефир, йогурт или мацони с чесночком. Вот, собственно, и все. Очень просто. Очень просто. Давай покажем, насколько это просто. Поехали! В муку добавляем щепотку соли, делаем небольшое углубление и разбиваем одно яйцо. Размешиваем и выливаем примерно половину воды. Перемешаем. И добавляем оставшуюся половину воды. Теперь начинаем месить тесто руками. Когда вся масса объединится в один комок, присыпаем стол мукой и продолжаем месить тесто уже на столе. Тесто должно получиться плотным и упругим. Делим наш колобок на 2 части, чтобы удобнее было раскатывать. Формируем 2 шарика. Выкладываем на тарелку, накрываем пищевой пленкой и оставляем отдыхать минут на 30. Раскатывать тесто будем на большой доске. Присыпаем обильным мукой, делаем небольшую лепешку. И начинаем раскатывать. Лист теста должен получиться по возможности тонким, в 1–1,5 мм толщиной. Если края получаются толще, чем нужно, лучше их срезать. Теперь разрезаем тесто на одинаковые ромбики. Вот такие ромбики у нас должны получиться. Если вы не хотите готовить столько и сразу, можно выложить кусочки теста на присыпанную мукой поверхность и оставить сушиться.
высушенном виде такие заготовки могут храниться очень долго, как любые макаронные изделия. А теперь займемся фаршем. Мясо у нас постное, поэтому мы добавим 50 грамм сливочного масла. Фарш, помешивая, обжариваем, чтобы не осталось крупных комочков. Солим, перчим и продолжаем обжаривать, пока не выпарится вся влага. Добавим чайную ложку куркумы и перемешаем, пока весь фарш не поменяет цвет. Лук нарезаем полукольцами. На хорошо разогретую сковороду выливаем 4 столовые ложки растительного масла и выкладываем весь лук. Периодически помешивая, обжариваем его до золотистого цвета. Теперь добавляем жареный лук к фаршу. Разбиваем 3 яйца, слегка взбиваем и добавляем к мясу. Все быстро перемешиваем и мясная часть хингала готова. Теперь приступим к варке теста. В кипящую воду кладем столовую ложку соли и выкладываем наши листочки теста. Много сразу не стоит класть, чтобы листочки не слиплись. 5-7 минут кусочки теста сварились и стали мягкими. Выкладываем на большую тарелку с помощью шумовки. Если вы ограничились одной партией, то можно все откинуть на дуршлаг. Поливаем хингал растопленным сливочным маслом. А сверху выкладываем наше мясо. Блюдо готово. Приготовим традиционный йогуртовый соус. На 400 грамм йогурта или кефира берем 3-4 зубчика чеснока. Ну что, можно пробовать? Нужно. Соусу, пожалуйста. Обязательно. Прошу. Ну как тесто? Тесто просто нежнейшее, тончайшее, тает во рту. Точно. Мяско. Ну, кстати, вот яйца придают очень приятный вкус фаршу. Многие не кладут, ограничивают только луком. Мне с яйцами нравится. А ничего, что мы зимнюю еду летом едим? Ну, организму не прикажешь. Захотелось летом, едим летом. Одобряешь? И вам советую. Хочется, готовьте, не ждите зимы. Да. Приступайте прямо сейчас. Очень вкусно. Очень. Очень сытно, очень вкусно и очень несложно. Пробуйте, у вас получится. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы, делитесь своими рецептами.
А главное, друзья, никогда не бойтесь экспериментировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас и угощайте своих любимых и близких вкусной едой. И не забывайте ставить лайки. Пока! Пока!